Всем привет, дорогие друзья! Не планировал сегодня бриться, думал побриться завтра, потому что, на удивление, после АТТ борода, мне кажется, растет медленнее. А по факту я удивлен, потому что я не ожидал, что она так медленно будет расти. По факту получается, что лучше наших жен никто нас простимулировать не может. И вот так вот любимая подошла, сказала: так, короче, Иванов, ты сколько тянуть будешь? А у меня права в августе заканчиваются. Там шоферская комиссия, то есть все. Ну, сами понимаете. Короче, завтра мне идти всей этой байдой заниматься, нужна фотография. Ну, я говорю: да так сойдет нормально. Ага, дедушка, говорит, будешь фотографироваться. Вот я сейчас вот и бреюсь, ребят. После первого обзора, когда вышел АТТ, Валерий написал ВКонтакте, говорит: Вадим, что ты мучаешься? Возьми полисильвер, поставь, говорит, нормальное, хорошее лезвие, будьте счастья. Не был я уверен, что у меня есть полисильвер, потом пошел порылся по сусекам, там, дарам-дарам. Нашел, ребята, нашел пачку полисильвера, новую, не распакованную, и раскрыл ее, поставил. И вот сегодня у нас будет АТТ с полисильвером. Как вы догадываетесь, сегодня крупного плана-то не будет. Мыло сегодня у нас будет от Giff & Care. Мама нам сегодня предложила попробовать Tabula Rasa. Давно я запал за это мыло, ребята, давно я хотел его попробовать, еще с тех самых пор, когда Tabula Rasa только начинали. Это было, наверное, может быть 3 года назад, может чуть побольше. И там был очень большой такой кипиш по поводу того, что оно очень твердое и тяжело сбивается. И даже мудрые мужи выходили и показывали, как правильно его сбивать, как там набирать, как потом на руке его там фигачить и как вот делать вот эту кошерную пену. Загорелся, не раз и не два я писал в Tabula Rasa и говорю: ребята, давайте там договоримся. Нет, им пофигу, даже не откликнулись. Попросил момент, она прислала. Это не мыло, это крем. Баночка очень кошерная. Ой, так, ну начинается. Ты что? Крышка пластиковая, несмотря на то, что в воду упала, ничего и не будет. Крем проминается очень легко. Запах бритвенный, но не какой-то такой, вот знаете. Это у нас вообще сейчас что? Dark Lavender. Горькая лаванда, черная лаванда, как-то вот dark. Посмотрим, пока интригует. А Aftershave нам сегодня представила опасная бритва РФ. Pound Clubman Aftershave Lotion. Вот такая вот, смотрите, вот интересная запечатка идет. Бутылка вся пластиковая, на этикетках везде все нарисовано. На обороте, естественно, на русском языке. Так как опасная бритва РФ это как бы официальный представитель, дистрибьютор и пром. Поэтому вот, наверное, вот эта вот этикеточка-то вот здесь вот и красуется. Хорошо. Ну, потом, когда большие глаза одену, посмотрю, что здесь написано. Пока будем пробовать так. Убираем вот эту хорошую такую запечатку. Угу. Пробка обыкновенная, пластиковая. Дозатор, ребята, могучий. Отверстие диаметром не меньше 5 миллиметров. Ну, запах-то так. Что-то типа, ну не знаю, что-то одеколонное есть такое. Ну посмотрим. Пока не возбуждает совершенно. Ну и все, что тянуть, бриться. Воду нам не включили. Сейчас так холодно и зафигачимся. Еще одного героя нашего обзора не упомянул. Что это мне захотелось взять сегодня материковскую фибру в кошерной ручке? Вот в такое вот янтарное прям исполнение, такого прям ух. Кто бы что бы ни говорил, но, ребята, блин, нравится. Знаете, такая деревянная мощь такая. А вот эти вот полосочки, ну да, конечно, понятно, что это фанера, но фанера не в смысле там, там фанера, а фанера как надо фанера. То есть вот тут же все как бы, сами понимаете. Так вот этот рисунок мне напоминает, была как-то вот мода такая, знаете, вот на костюмы в крупную полоску. Я в таком костюме на юга ездил, так что каждый раз, как вот такой вот я вижу, да я в таком костюме с любимой познакомился, что вы мне говорите. Короче, правильная фанера здесь стоит. Поехали.
Не вижу большого смысла холодной водой долго держать. Так, маленечко накацапили и нормально. Так. Фибру мы долго замачивать не будем. Она этого не то чтобы не любит. Ей это не надо. А она так. Раз-раз и пошла работать. Вот так первично фибра меньше себя хомячит, чем барсук. Меньше. Так, ну и посмотрим, на что способен наш крем. Ух ты! Как тут во все стороны-то брызги летят. Чашу хотел сегодня вам показать. Думаю, ну какая чаша, тут все так быстро, быстро, быстро. Ну опять же, видите, крем мыла. Он в баночке. Так что, ну чаша как-то вот так вот и самоустранилась. На самом деле там еще не одна. Добавьте к этому еще вот эти викторианские, которые, помните, я вам показывал, такие красные с белым, там вот это вот все, то, что Дмитрий Леференко делал. Я их тоже хочу выставить на обзор, не на обзор, а на розыгрыш. Я думаю, что вообще вот в принципе все чаши, которые у меня есть, включая Марса, все отдам вам, ребят. Я вам это показал. Рано или поздно у меня тоже что-нибудь появится. А кому-то из вас это радость принесет. Так что, ну, так, ну что уже? Ну все уже, наверное, да, или что? Ну потом доберем, если что голову-то морочить. Так. Без клишеева, без всего. Попробуем, посмотрим. Угу. Посмотрите. Как оно сразу так бодренько-то, а? Как-то раз у нас шел разговор за синтетики. Ребят, вот эту фибру с триколором нельзя сравнивать. Нет, триколор, он гораздо мягче, он гораздо проще. Триколор это вот как вот тот же самый файн. Он тырц и все. Это на самом деле волосы ангела, то есть и все, и вы продавили. А здесь так покрепче будет. Здесь уже ближе к барсучку что-то вот такое вот. Ну, шибко густо, мне кажется. Перебрал с мылом, надо было меньше брать. Ну вот куда его сейчас разбавлять? Он практически сразу в алебастр уходит все. Можно было гораздо меньше его брать, намного меньше, половину. Запах какой-то вот бритвенный. Ну вот я его, ну не лаванда, нет. Он не отторгает, но и не зовет. Он какой-то, и нейтральным его тоже не назовешь. Я вот еще не определился. Что-то он мне голову морочит. Ну что ж, АТТ с полисильвером, Валером, ну блин, если обманул. Сейчас тут вся харя в кровище будет, что мне потом делать? Ну, по первичным ощущениям вот такого нет. Вот, то есть вот то, что вот спутник.
Не, ну понятно, можно некоторую скидку сделать, что сегодня пришейф не использовал. Ну, по первичным ощущениям, я бы не сказал, что это, знаете, намного круче, чем спутник. Я бы даже, в принципе, бы не сказал, что это круче, чем спутник. Я бы даже сказал, что как бы спутником-то и не получше было. Ну, сейчас еще давайте попробуем, ребят. Крем удивляет, просто удивляет. Ну, с одного маха просто берет, все покрывает, да и все. Скольжение обеспечивает достаточно хорошее. Ну, вот тут уже поинтереснее. То есть, если по первому проходу еще было как-то так, знаете, непонятно. Нет, шло, все нормально, все хорошо. Но бархатистости не хватало. Вот сейчас она появилась. Неплохо, неплохо. Крема осталось на лице, что ой-бой-ой. Такое ощущение, что вот сейчас вот возьми вот это вот. Ну, вы сами видите, видите, оно по новой все пошло. То есть просто так вы его станком не снимете. Скорее всего, здесь очень большое внимание уделяется уходовой составляющей. То есть что-то такое добавляют, чтобы оно вот так с лица с лезвием не снималось, а все-таки, знаете, удобряло кожу, способствовало размягчению щетины, приподнимало ее. Что-то вот такое вот есть.
Пока сам для себя не могу определиться, потому что, посмотрите, вот одну особенность заметил. Не пойму, с чем это связано. То ли это работа по мазка, то ли мыло само по себе такое. Вот посмотрите, не таким уж толстым слоем оно растекается, оно все норовит пленкой вот так лечь. Единственная шубка, которую я вот смог сделать, это вот здесь вот на шее. И густой пеной оно не ложится, но оно ложится очень-очень густыми сливками. Оно не стремится работать в толщину, оно как-то так, вот интересно. Ну прям густющая, прям, вот очень густющая прям. Вот видите, вот я попытался что-то пальцем написать, а даже кожи-то как таковой хорошо-то и не видно. Дайте-ка водички добавлю. А то бриться начнем, станок приклеится, что нам потом делать? Ох, парни, как же я эту ручку люблю. Прям это ручка. Ну так-то да, неплохо, неплохо. Чуть-чуть в некоторых местах подбриться нужно будет. По мазкам даже не пойду, смысла нет. Я и так весь в пене, несмотря на то, что смотрите, в креме, несмотря на то, что по мазкам проходил. По мазкам, станком, господи. Вы знаете, вот эти вот места меня иногда выбешивают просто. Вот кто бы мне сказал, куда там растут волосы? Я за сколько лет бреюсь, я так и не понял, куда они растут. Потому что куда бы тут ни проводил, все время что-то цепляется. Вот, вот так. Пожалуй, вот это сейчас сделаем. I love you, baby. Ребят, зашибись. Вот черканул маленько, но все равно. Вот сейчас я понимаю, о чем Валерий говорил. Да. Но это в заключительном условии мы сейчас с вами оформим. Давайте посмотрим, что нам тут как помазок приготовил. По сути, мы не так уж много его грузили. Никакой чаши у нас сегодня с вами нет.
А все, что у нас есть, это вот аппетиты вот этого товарища, что он себе скрыл. Стоячок, бодрячок. Вот что. Вот так как-то. Все в порядке, все хорошо. Что-то вот запаховой составляющей. Не могу для себя определить. Все, ребята, автошейв. Вот, еще маленько цепанул. Но это не критично. Так, все, автошейв. Да что ты там будешь делать? Банки, блин, отрастил, футболка не опускается. Ребята, вот после бритья-то холодненьким полотенцем хочется подольше посидеть. Прям такая приятная штука образовалась. Худо ли, бедно ли, на второе, третье бритье я уже забыл, что в принципе нормальные пацаны всегда бреются теплой водой. Я уже холодную воспринимаю как нормальную. Конечно же, это не есть гуд, но что есть, то есть. Кто-то из вас говорил, в чем разница холодной и теплой водой. Теплой водой мы это уже обсуждали. Кожа распаривается, она открывается, и получается наши волоски, вот он как вот он выходит, и фолликул раскрывается, и волосок набери меня, и это под корень. Нет, луковица остается, все нормально, но ты намного больше срезаешь волосы. Что касается холодной воды, там несколько иначе. После того, как холодную воду взял, нанес, кожа наоборот так тык, и сжалась. И зажала этот волосок. Она его как в тиски зажала, потому что она от холода сжимается, и поры сжимаются. Благодаря этому волос тоже срезается. Срезается, и для многих это гораздо интереснее, потому что волос там как бы фиксируется. Я не знаю, насколько это имеет отношение к действительности. Лично я так воспринимаю, поэтому я вам так и говорю, как я чувствую. Так вот, когда на холодную волос срезается хорошо, но потом приходит оттепель, весна, кожа нагревается, поры опять открываются, и волос освобождается, и то, что вы там внутри не дорезали, оно открывается. Лично для себя сделал вывод. Каждый раз, когда бреюсь на холодную, у меня щетина появляется гораздо быстрее. Вот только из-за того, что пум, разблокировал, срезал, бам, разблокировал, вылез. Вот из-за этого. А так-то, по идее, нормальный способ бриться, что, холодной водой. Ну и автошейв. Ух ты, бодренько выливается. Мать честная. Ой. Ух, на по шарам. Ну, в смысле, но по шарам. Ух. Он какой-то многоярусный. Прямо с бутылки это запах чего-то дешевого. Какой-то недорогой бурды. На руке он начинает подавать какие-то вот уже букеты и какие-то интересные вещи. То, что попало на губы, губы даже занемели. Занемели, я чувствую вот эти вот как мурашки бегают. Понятно, что алкогольный, но он не такой дрочевый. Я знал более дрочевый. Какой-то он непонятный. Должен быть дрочевый, а он не дрочевый. Алкогольный настолько, что из руки по носу как дал-то, но там все вот так вот свернулись нафиг. Сейчас это вроде отошло уже, все нормально. За счет чего? Алкоголя-то не так много. Интересный запах. Интересно, я такого никогда не встречал. Не скажу, что мой любимый навряд ли когда-то туда попадет. Вангую, что Лариска, когда его почувствует, скажет, что-то там запах дешевого одеколона. Может быть, может быть. Но это не унисекс 100%. Это, конечно, вот тут мужик нарисован. Это стабильно мужской. Ох, вот я обломаюсь. Сейчас уже где-то 11:30 ночи. Если меня сейчас в постель не пустят, вот это будет, да, скажут, вот где мазался, там и спи. Шучу. Придется смывать. Не могу описать, ребята, запах. Не могу. Он и не природный, и синтетикой не прет.
То есть он достаточно органичный, чтобы иметь право на существование, но каких-то таких ярких, восторженных каких-то красок в моем мозгу он не вызывает совершенно. Ну и спокойно меня оставляет. Какой-то он, блин, он какой-то не такой. На шипровую ветку тоже не похож. Не пойму, ребят, не пойму. Ну посмотрим. На лице, кстати. На лице кожа успокаивает великолепно. Сейчас чуть-чуть что-то есть, но есть маслянистое. Значит, у него все-таки большое внимание уделяет тому, чтобы он с кожей хорошо работал. Какой-то, знаете, противной маслянистости, липкости нет, не это. Я просто чувствую, что какое-то вещество было нанесено. Но опять же, видите, я чувствую, что оно высыхает. К концу разговора посмотрим, что от этого останется. Мыло. Мыло тоже для меня загадка. Табула Раша я уважал заочно, ни разу не пробовав его, только почерпнув информацию по большей части зарубежных форумов, потому что на российских-то я не читал об этом ничего. В основном это Англия и Соединенные Штаты Америки. Хотя, насколько я понимаю, Табула Раша это вообще немецкое произведение искусства. Там есть семья, которая вот этими вещами занимается, и вот там они это делают. Раньше они делали несколько мыл, потом переключились на автошеевы. После этого стали, как вот я сейчас вижу, и крема еще делать. Так что молодцы ребята. По качеству пены, по ее взбиваемости, по консистенции, этот продукт меня заставил его уважать. То есть это реально годный, реально классный, реально шикарный продукт. Плюс вот за все, что я сегодня почувствовал, отдельную отметку, я бы, наверное, еще балл добавил, было бы 6 за экономичность. Потому что здесь с дуру, вот так, махая по мазкам, ребят, лучше не залазьте. Вы потом не будете знать, куда эту пену девать. Мы на 3 раза с вами помылись, там с подбривками, с добривками, со всеми делами, там еще пены так было. И я ее разбавлял каждый раз, потому что она реально была густая. По сути, вот то, что у меня было на лице, можно было еще пару раз разбавить водой. Не, ну в пару это я загнул, в один раз-то точно можно было бы. Поэтому сильно туда лезть не нужно. Очень сильно подозреваю, что этой банки будет хватать на ой-бой и сколько. Поэтому, если будете выбирать такое мыло, пожалуйста, ориентируйтесь на свои пристрастия по запаху. Лаванды здесь я не увидел. Отголоски ее, да, есть. Но в том виде, в котором я привык видеть лаванду, здесь ее... Здесь оно, знаете, что-то банно-лавандное. Вот на это больше похоже. Вот банное мыло лаванды. Вот может быть как-то вот так вот. Не для бритья, для каких-то вот нужд. Мыть руки, возможно. Но я скорее бы это мыло определил не в хозяйственные, нет, но в какие-то вот такие вот бытовые нужды. Оно химозностью не прет, не отдает. Но опять же, вот знаете, вот той восторженности барбаршопа я тоже не увидел. Барбаршап это не какой-то конкретный запах, что о, барбаршап. Все, больше ничего. Нет. Лично для меня барбаршап это, вы знаете, вот я этот запах раз услышал, и я сразу понял, о, это то место, где тот седовласый дядька, который брил моего отца, и вот у него там вот тут вот этот, как не кожаный, а вот знаете, как из плетеный какой-то корд был такой, как вот у нас в армии ремни такие были. Он у него там пастой Гоя, там всякой фигней, но это я так думаю, на самом деле там может что-то другое. Забит был, и он там бритвой вот так вот возюкал. И ты заходишь в это место, и там запах, вот. Вот как только у меня эта картинка в голове вспыхивает, для меня все это барбаршап. Здесь у меня почему-то вспыхивает совершенно другая картинка. Это какие-то банно-прачечные дела. Я не хочу сказать, что это плохо, но это так. Ну, по всем остальным параметрам это бомбезное мыло. Если вы выберете мыло, крем-мыло вот этой фирмы со своим запахом, ребята, вы его будете очень-очень любить. Мыло зачет, однозначно зачет. Теперь сам для себя я знаю, что Табула Раша, или как они там правильно называются, они умеют делать продукцию. Умеют, ребята. Вещь. Станок АТТ. Сегодня какая-то такая интересная фигня получилась, что, во-первых, полисильвер я поставил со слов хозяина.
Значит, Валерий, бреясь этим станком с полисилвером, отдает этому предпочтение, и они ему заходят. Сами по себе лезвия полисилвер, я слышал за них только хорошее. Как-то раз тоже сам пробовал, и мне они понравились. Я бы не назвал их шибко острыми, но и мягкими их тоже не назовешь. То есть в моей системе они, скажем так, не дотягивают до физера, но уж в любом случае это не дерби, и не рапира, и не иже с ними. То есть вот где-то на уровне... Так, а где у меня тут есть пачка? А, вот, да. Я бы их поставил где-то рядышком вот с этим жилетом, но все-таки жилет для меня более деликатный, более такой джентльменский, сказал. Вот я бы вот это бы хотел попробовать. Это все к чему? Вот та связка, которая сегодня была, первый проход меня чрезвычайно расстроил, потому что, знаете, было что-то от палки по забору. Так, не тянуло, не драло, но и счастья не приносило. В отличие от спутника, потому что со спутника я как только пошел, я бархат сразу почувствовал. Я уже печенкой, сердцем понимал, что тут есть какой-то потенциал. Скажу сразу, со спутником мне зашло больше, с полисилвером зашло меньше. Но, опять же, тут фишка такая интересная. На второй проход, когда мы поперек пошли, бархатистость-то это появилась. Начало удивлять. И удивило на третий проход, когда после третьего прохода я коснулся, и я понял, что подбривки-то практически не нужно. То есть побрил это все-таки годно. Подбривки было не больше, чем со спутником. Ну, не больше. Загадка, загадка. Если бы это был мой станок, и он у меня был на постоянке, полисилвер и спутник — это не те лезвия, на которых бы я остановился. Я бы пошел искать дальше, пробовать дальше, и наверняка поставил бы вот этот вот, господи, куда он там делся, жилет голубой. Вот как-то так. А что касается станка, он удивил меня еще раз, потому что я планировал именно сегодня бриться, и когда я сегодня встал, подошел к зеркалу, посмотрел, думаю, а щетины-то нет? Что там брить-то? Только вынужденная мера вот меня заставила сегодня сделать это видео. Так бы я до завтра бы оттянул бы точно. Что говорить за помазок? Ребят, я уже все, что хотел, все, что мог, сказал о нем. Уважаю, он мне чрезвычайно нравится. На сегодняшний день это самая лучшая синтетика, которая у меня есть в моем хозяйстве. С Мюлле, подчеркиваю, не сравнивать. Мюлле это дорожный, Мюлле это удовольствие, это бархатная лапка, это кошерные дела, это, знаете, это мур-мур-мур, вот такое вот. А это помазок с ручкой, никакой он не дорожный, это настоящий большой. Из тех помазков синтетик, которые вот у меня есть, вот нормальные большие с ручкой, он number one на сегодняшний день, то есть лучше его у меня нет. Чем же он меня так берет? Он меня берет своей работой, которую он дарит благодаря размерам своего узла, плотностью набивки. Он самый плотный из тех помазков, которые у меня есть на сегодняшний день. Но при всем при том, плотность это достигается не путем какого-то, знаете, дебильного сжатия и глубокого посажения ворса в ручку. Здесь при всей своей плотности он не уходит в крайность. У него нет посередине вот этого штыря, который каждый раз на других помазках мне доставляет неудобства и непонимания. Зачем он мне? Вы лучше, вот представьте, у вас есть метла, которой вы метете. Вам все ясно и понятно. Что тут? Ну, так должно быть. Но вы возьмите в середину этой метлы, ставьте лом железный. Не длиннее, чем все ворски, на ту же самую длину. И выходите мести. И вы с удивлением обнаружите, что метла-то у вас не метет ни хрена. Потому что каждый раз, когда вы пытаетесь мести, у вас этим ломом и шкрябает. А все остальные волоски, которые вокруг, они как бы что-то там и делают, но на самом деле прямой свои функции не выполняют. Вот, об этом речь. А здесь лома нет. Здесь все волоски работают. Это хорошая, нормальная синтетическая метла для хлебала, господи. Для лица, извиняюсь. Вот за это он мне нравится. По автошейву, ребят, я не знаю, что сказать. Ну, с одной стороны он интересен, с другой стороны непонятен. С одной стороны вот сейчас вот запах, кстати, на лице ничего не осталось. Вообще, посмотрите. Он все сработал, все сделал, все замечательно, все великолепно. Стал бы я себе такой брать? Не знаю. Вот на сегодняшний, вот сейчас вот на эту минуту 80, что нет, 20, что я бы подумал.
В любом случае, я бы вначале подошел к любимой, так, мур-мур-мур, ну-ка, что там, ну-ка, скажи. Потому что шибко необычный запах этот для меня. Он не отторгает, он как-то, знаете, ну, все-таки вот очень необычный для меня. Я раньше с такими просто не сталкивался. Какая-то школа такая интересная. Ух, мама дорогая. Нет, ребят, я бы, пожалуй, не стал брать. Я не читал за него, не узнавал, из чего, где, как, но просто, наверное, все-таки не мое. Не мое. Я к более деликатным запахам как-то больше склоняюсь, нежели к таким. Хотя, если, вот, допустим, вот эту запаховую ноту убрать, а говорить просто за как продукт автошейв, выполняет функции просто все замечательно. Смотрите, кто любит алкогольные дела, свое дело сделал, прижег, кожу снабдил, смазал. Сразу же после нанесения, как я только это сделал, я почувствовал, что есть вот та... Вот знаете, вот жидкие автошейвы бывают, что ты их нанес, и оно сразу высохло. Ну что, ну кожа и кожа. А здесь по-другому. Здесь он медленнее высыхал и оставлял, знаете, какую-то такую... Но я чувствовал, что там масла есть. И эти масла он принес вместе с собой. А сейчас ничего нет. То есть выходит, что он свои масла отдал моей коже. Ну, это ли не здорово? Это вообще замечательно. Все, что меня здесь вот просто выводит, вбивает с панталыку, это его запах. Ну, это достаточно имховые вещи, поэтому тут, знаете, как-то так тоже. Ну, каждый хохочет, как он хочет, сами понимаете. Так что вот такие вот дела. Как автошейф, он полностью со всеми вещами справляется. А что касается запаха, это вы смотрите сами, думайте сами. Лезвие полисильвер. Надо пробовать. В этом станке для меня не идеал, это однозначно. Я вообще сейчас думаю, или вот жилет Руби ставить, или как они там называются, или даже до физера дойти, а почему бы и нет. Но, возможно, уже в другой раз, потому что 2 раза подряд одним станком, наверное, вам уже будет неинтересно. А у меня есть еще для вас сюрпризы, поэтому посмотрим, подумаем. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Ну и дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч.